Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете любую пряжу, какая у вас есть, и вяжете своими ниточками. А я показываю образец, какими буду ниточками вязать сегодня я. Новички, смотрите, кто еще не вязал, ниточки Alize Angora Gold Simli. Это получается в 100 граммах 500 метров, 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик, ниточка блестит. И крючок нам советуют брать производители от 2 до 4. А это ниточки другие, с махером, Нака махер. Идем дальше, смотрим. Тут получается у них по составу 5% махер, 10% шерсть и 85% премиальный аж акрил. И тут получается по метражу вот в 100 граммах 500 метров, и крючок нам советует 4, но я вязала данную ниточку 3 и эту ниточку вязала 3, поэтому я беру 3. Вы точно так же считаете у себя в аннотациях, какой вам советует производитель крючок, и берете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я наберу, получается, 4 раппорта и еще дополнительно воздушную петельку, чтобы узорчик ровно закончился. А вы набирайте, сколько вам будет удобно. Начну я с беленькой ниточки. Все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Теперь, как во многих узорчиках, особенно новичкам, рекомендую сделать вспомогательный ряд, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь считаем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. Точно так же ныряем в следующую петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. То есть ничего сложного, да? Итак, вы шагаете до конца ряда и провязываете столбики с накидом, сами себя контролируйте. То есть количество петелек и количество столбиков должно быть одинаковым. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые вы провязывали, это тоже столбик с накидом. То есть вот столбик посчитали. 1, 2, 3, 4, 4 столбика я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, наш ряд столбиками с накидом. И последний столбик, последние 2 петельки столбика я хочу провязать новой ниточкой. То есть таким образом я ввожу новый цвет вязания. Если вы будете менять ниточку, то повторяйте. Если не будете менять, то просто продолжайте также вязать. Итак, 2 последние петельки столбика я провязываю вот так вот оранжевой ниточкой. 3 петельки подъема по узорчику. 1, 2, 3. Беленькую подтягиваю и, получается, поворачиваю свое вязание. Теперь смотрите, делаю накид и провязываю сюда же верхушку беленького столбика, столбик с накидом. Ну, смотрите, как особенность провязывания. Вначале 1 петельку, затем 2, 2. То есть наш столбик чуть-чуть становится повыше, чем обычный столбик. Накид сюда же еще раз, точно такой же столбик. 1 петелька, 2, 2 и еще один такой же столбик. 1 петелька, 2, 2. То есть получается 3 столбика мы провязали, а вот эти вот 3 петельки подъема, получается, считаются как за 4-й столбик. Идем дальше. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й провязываем столбик без накида. Есть. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й провязываем 7 таких столбиков с накидом, как мы провязывали в самом начале. 7. Итак, 1 столбик. Накид сюда же. 2 столбик. Провязываем. Помните, когда? То есть вначале мы провязываем 1 петельку, 2, 2. Уже 3 столбика. Далее идем 4 столбика, 5,
6 и 7. Вот такой вот большой веерочек. И, естественно, присоединяем данный веерочек, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в четвертую верхушку ныряем, провязываем столбик без накида. Как вам? Здорово? Идем дальше. Накид. Опять пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в четвертый провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. То есть несложно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот наш еще один веерочек сформировался. И точно так же присоединяем его к беленькому, получается, ряду. 1, 2, 3 столбика пропустили. И в четвертый провязываем столбик без накида. И так далее вы продолжаете до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы. И заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. То есть получается 4 столбика с накидом, пол веерочка. Далее, этой же ниточкой воздушная петелька, поворот. И сюда мы должны будем провязать столбик без накида. Но смотрите, какая особенность. Вот у нас получается верхушка, да, столбика, как капелька выглядит. Есть передняя стенка и задняя. Так вот, беремся за заднюю стенку и провязываем столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, делаем накид и переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда. Вот он. Но опять же, беремся не за, как обычно, за 2 стенки, да, а именно за заднюю стенку. Опять же, видите, задняя, передняя. Мы беремся за заднюю и провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. Особенность. 1 петелька, 2, 2. Поняли, да? Накид. Сюда же, опять же, за заднюю стенку, второй такой же столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Дальше точно так же 3 столбик, 4 столбик, 5, 6 и 7. То есть мы провязали точно такой же веерочек, как в первом ряду. Вот наши 7 столбиков. Теперь смотрите, присоединяемся к веерочку, а именно к 4 столбику. То есть мы здесь провязывали с вами 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Средний получается 4. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4. И точно так же не за верхушку беремся, да, а именно за заднюю стенку. Вот капелька наша. И мы беремся за заднюю стенку и провязываем столбик без накида. То есть получается, вы повторяете самый первый ряд. Единственная особенность, что вы беретесь только за заднюю стенку. Все. Накид. Точно так же опускаемся опять к столбику без накида, но беремся не за, вот так вот, не за 2 петельки, а именно точно так же за заднюю стенку. И провязываем опять еще один веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. Провязываем точно так же, удлиненным. 1 петелька, 2, 2. Сюда же 1 петелька, 2, 2. И так далее. Поняли, да? То есть вы провязываете точно такой же, как первый ряд, полностью точь в точь. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся, смотрим, что в итоге получается. Договорились? Давайте. Так, смотрите, провязали до конца ряда. Вот начинает преобразовываться наш узорчик. Видите, какой объемчик начинает вырисовываться. И закончили, получается, мы ряд столбиком без накида вот в 3 петельки подъема. И я здесь планирую переключиться на новую ниточку. Если вы хотите переключаться, переключайтесь со мной. Если нет, просто продолжаете своей одной ниточкой. Ну или, может быть, даже на третий цвет переключаетесь. А я вернусь к первому цвету. Итак, вот именно 2 последние петельки. Вот эти 2 последние петельки я буду провязывать своей ниточкой, самой первой. Она у меня получается беленькая. Итак, беру аккуратненько, сильно ее не тяну, чтобы край не зажулькать. И вот эти последние 2 петельки раз и провязываю. Все, я переключилась на белую ниточку. Белую не тяну, оранжевую могу подтянуть. И далее по узорчику у меня идут 3, получается, петельки подъема. 1, 2, 3, поворот.
И у меня здесь по узорчику, если внимательно посмотрите, да, то получается вот как самый первый ряд. У меня здесь должны быть еще 3 столбика с накидом, но опять же, помните, да, беремся за заднюю стеночку. Вот, за заднюю взялись и провязываем еще 3 столбика с накидом, пол веерочка. Раз столбик с накидом, накид, сюда же 2 столбик с накидом и сюда же 3 столбик с накидом. Помните, да, провязываем вначале одну петельку, 2, 2. И точно так же, смотрите, отсчитываем 4 столбик из веерочка. Раз, два, три, 4. И в 4 столбике, получается, беремся за верхушку этого столбика, но именно за заднюю стенку. За заднюю. И провязываем столбик без накида. Накид. Опять переключаемся между веерочками. Столбик без накида. И провязываем за заднюю стенку веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. Поняли, да? 7 столбиков мы провязываем точно так же. В начале получается 1 петелька, 2, 2. Раз столбик, 2, 2, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 5, 6 и 7. То есть получается, по большому счету, у нас узорчик, присоединяем, да, опять, раз, 2, 3, 4 за заднюю стенку. То есть у нас узорчик получается один ряд, просто ну, смещается в шахматном порядке. Угу. Все. И вот так вот провязываете еще один ряд. Так. Возвращаетесь, получается, как второй ряд мы провязывали вот такие вот веерочки и так далее. Увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Видите, какой объем? И вот так вот видно, когда смотришь сбоку, снизу, сверху, да? Вот. Другая сторона. То есть вы выбираете, какая сторона вам нравится больше, такая у вас будет лицевая. Они прям идентичные. Еще пока вязала, подумала, что вот эти вот можно столбики, да, вязать одним цветом, а получается те столбики, которые как бы сейчас, да, вогнутые такие, их можно другим цветом. То есть не 2 ряда, да, одного цвета, 2 ряда другого цвета, а 1, 1, 1, 1. Но, конечно, продумать, чтобы не отрезать ниточку, да. То есть это будет очень-очень даже и интересно. Как вам? Нужно обязательно попробовать из тонких ниточек и обязательно попробовать из толстых ниточек. Представьте такой шарфик, снудик, да, теплый такой большой кардиган. Необычный узорчик, необычный. И из разной пряжи. Обязательно пробуйте. Секционная пряжа, это может быть пряжа. Опять же, остаточки. Можно? Можно. Почему бы и нет? Класс. Давайте замерим красоту. Получается, красота, набирала я 33 воздушные петельки, да? Если этим же крючком, этой же пряжей, этой же плотностью вязания, то по итогу получается у нас, ну вот, практически 14 сантиметров. А здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. И первый начальный 11, это у нас получается, ну вот, 10 с хвостиком сантиметров. Вообще здорово, скажите, классно. И вот так вот он тянется, видите, и вот так вот он тянется. Вообще здорово, да? Единственное, что когда будете вязать уже непосредственно полотно изделия, да, хочу сделать акцент. Вот здесь получается изначально пропускайте не 3 столбика, да, а вы пропускаете 2 столбика. Если вы поймете принцип, да, узорчика, то если вам данный ряд не нужен будет, то вообще его не делайте. Да, аккуратненько пропускайте просто петельки. То есть не 3 будете воздушные петельки, а пропускайте 2. Потому что, мне кажется, фалдит, видите? То есть сам по себе узорчик, он немножко так сжался, а снизу фалдит. То есть если вы будете заканчивать сверху точно так же, да, то получается просчитайте, чтобы у вас было меньше столбиков, и будет красота. Будет красота. Кто уже вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, нам интересно, какими ниточками. Если не вязали, подбрасывайте идейки. Нам тоже будет интересно, где можно применить данный узорчик. Ну, понятное дело, что в детских пледах будет вообще шикарно смотреться. Детские пледы, костюмчики. Да и взрослые. Почему? Да, возьмите палитру взрослую, то есть не яркую расцветку. Будет тоже шикарно. Вот такая красота. Как вам? Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.